Опа! Среди деревьев стоят люди в балахонах. Они наблюдают за маяком. Сектанты. Смотритель, я знаю, кто ты, и я знаю, где ты. Если ты решишь перейти мне дорогу, пожалеешь. Что? Так. Ну, я, если честно, до сих пор под впечатлением от произошедшего. Ломится. Есть. Так, мне вот рыбака убрали. Все выглядит привычно, будто шторма и не было вовсе. Меня вот, знаете, какая сейчас мысль посетила? А что, если в дверь мне сейчас рыбак стучится? Ну, просто вот так, внезапно. Повисел и... Фу. Я на секунду реально подумал, что это рыбак. Это ты, смотритель? Кажись, да. Да, я. Какие вопросы ко мне имеете, товарищ охотник? Моя дрожайшая женушка говорит, что провела ночь на маяке. Правильно, дрожайшая. Но я так понимаю, это речь идет о мадам. Вот эта, которая темноты боится, которая пошла и в припадке сна набрела на маяк. Да, тогда верно. Спасибо тебе, добрый человек. Уж не знаю, как она в лесу оказалась. Она лунатила. Это, видимо, приступ какой-то был. О, но для тебя подарок приготовил. Вот дичь. Сам поймал, сам руками освежевал. Все для тебя. Спасибо. А может, я у тебя тоже смогу что-то купить? Да. Смотри, если что тебе еще надо к ночи, могу продать по разумной цене. Ну, давай... Что в деревне происходит? Это у меня рыбак был, теперь рыбака нет. Не совсем понимаю я, смотритель. Народ нынче вообще понять тяжело. А как телефоны у всех до компьютеров пропали? Совсем труба. Вот оно, на самом-то деле, поколение Z. Отбери у них гаджеты, и все. Все в шоке. Заяц тоже. Как она вообще в лесу оказалась? Кто ж ее знает-то? Я на охоте был на другом конце острова, не углядел. Теперь внимательней буду, а то я вернулся, а дома никого, и дверь распахнутая. Всю ночь не спал, но теперь буду знать, куда идти, если что. Ну, в принципе, да, маяк, он... Они как мотыльки на свет летят к моему маяку. Ух ты, а эти даже по цвету отличаются. Ну вот, видимо, из-за характеристик. Они теперь... Так, глава оленя. Трофей, добытый опытным охотником, вселяет уверенность в собственные силы. Рисунок природы. Небольшой тотем, защищающий сознание. В этом городе должен быть только один шериф. Ну, как будто все очевидно. Так. И у меня еще осталось немного... Может, мясо взять? В принципе, оно дает больше, чем рыба. Потому что рыба дает одну характеристику, а это дает две, плюс она заполняет... Она, любая еда его заполняет... ну, кроме вот этих двух, пожалуй. Заполняет полностью глазок. То есть бодрствование. А вот концентрацию, подожди. А вот концентрацию, что-то из этого может... Жареный стейк только разве что. Ладно, пусть будет один жареный стейк. Пусть будет один жареный стейк. Ну, бывай, спасибо тебе еще раз, смотритель. Да, пожалуйста. Так. Это сюда. Все. Теперь здесь новый шериф. А почему ловец снов у меня в углу? Взять. Кто-то вызывает меня по радио. Так, давайте, наверное, я его... Так. Стой, картина. Может, он реально будет давать больше концентрации, а мне она не помешает именно возле рабочего места. Ты иди сюда. Мне показалось, или дверь... Да, она закрылась. Ребята, кажется, экшон начинается с первых секунд. Ответь на запрос. Прием, маяк. Надеюсь, у вас все хорошо. Да, все хорошо. Шторм вчера, казалось, весь город разрушит. Когда этот звук начался, надеюсь, все это не повторится. Так, кто теперь будет управлять портом? Моя жена не выходит на... Моя жена не выходит на связь. Может быть, занята, знаете, после шторма у городских много дел теперь. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Кто теперь будет управлять портом? Пока что мы держимся сами по себе. Мэр обещал, что назначит кого-то.
Массовое помешательство. Врачи отмечают, что ночной шквал сопровождался слуховыми галлюцинациями и массовыми обмороками жителей. Все пострадавшие слышали навязчивый хор голосов, а 5 вышедших на улицу до сих пор числятся пропавшими. Ну помните, ребят, по рации тоже был некоторый хор. Какие-то голоса, это все было. То есть мы тоже это слышали, но мы не поддались вроде как на это влияние. Некоторые участки гавани перекрыты из-за повреждений судового канала. Все капитаны должны соблюдать осторожность. Но кажется, у них там у самих проблемы. Сегодня половина рабочих не вышла на смену, но мы постараемся как-нибудь продержаться. Продолжаем работать? Да, конечно, активируйте маяк и давайте начинать. В порту все готовы встречать корабли в экстренном состоянии. Так. Дверь открылась. Давайте тогда сейчас я сделаю все необходимые приготовления. Тушка, вода, рыба, стейк. Так, я сделаю все необходимые приготовления. В частности... Так, семья, депьюти, старт... Давайте тогда сейчас сразу свяжемся с вот этими ребятами и позвоним семье. Так, поиск частоты. Семья... Оп. Шум радиоприемника, радиоточка, получен ответ. Семья. Прием. Семья. Кто-нибудь ответьте. Кто-нибудь дома? Алло. Я реально не могу до них дозвониться. Ладно, следующим староста. Никто не отвечает, попробуйте. Ну да, староста. А депьюти? Депьюти, мне вот интересно еще. Вот. Сейчас на волне никого нет, попробуйте ночью. Понятно. Уп. Так, кофейник пусть здесь стоит. А вот, кстати, это вот то, что я получил за прошлую смену как раз-таки. Плюс вот этот медальончик. Здесь все вроде бы по-старому. Можно кресты покрутить. Так, ну давайте тогда... Ух ты. Давайте тогда одну рыбку. Давайте тогда вот так поступим. 2 рыбки. И все. А вот это, если совсем тяжело будет, чтобы я смог в случае чего стамина набрать и рассудок поправить. Да, вот так сделаем. Так, здесь все спокойно, здесь все нормально, здесь свет горит, тоже вроде бы все в порядке. Так, тут вроде бы все тоже спокойно, но надо проверить. На всякий случай опускать старый, попытаться... А я его не открывал до этого, что ли? Мне казалось, я его вскрыл. Изучить шкафчик. В шкафчике множество старых книг. В одной из книг числилась... частично сохранилась записка. Записка Элеонор. Это моя последняя запись. Оставлю ее вместе со своей коллекцией здесь. Кажется, все готово. Осталось самое главное. Оставить позади физическую суть. Это мой единственный шанс помочь ему. Попытаться вернуть его. И я должна, пусть даже ценой своей собственной жизни. Не следуйте за мной. Это принесет вам лишь страдания. Так. Уже с первых минут какие-то загадки. Сами книги плохо сохранились, но за ними что-то есть. За книгами куб со странным символом. Еще один куб. Угу. Так, ну у нас по сути 2 креста. Вот здесь крест перевернут и в комнате, если перевернуть, паутина, тоже это никакого результата не даст. А больше крестов здесь нигде, собственно, нет. То есть не куб, а тайную комнату. Может быть здесь еще крест, но эта комната мне не открыта, поэтому... Да, больше крестов нет. Ладно, давайте начнем тогда смену. Потому что больше все равно уже я ничего сделать не могу. Ночь 6. Ответить на вопрос. Маяк, прием. После шторма на мелководье могут быть камни и сломанные деревья. Пожалуйста, следите за тем, чтобы не отправить суда через мелководье. Карта с опасными зонами должна быть среди ваших документов. Когда проводите маршрут, сверяйтесь с картой.
Должностная инструкция. На дополнительной карте показаны опасные участки гавани, через которые нельзя пускать корабли. Каждый корабль провести в порт назначения, корабли, портов которых нет, провести в Блэкфорд. Суда разобьются, если я туда направлю, когда гавань починят. У нас пока нет ресурсов все расчистить и углубить некоторые каналы, поэтому в ближайшее время придется быть внимательнее. Неужели шторм был настолько силен? Мы еще представляем, насколько сильным он был. Береговая охрана смогла проверить только часть гавани за день. Ну, это логично, что суда разобьются, если я направлю их на осколки, на камни и всякий мусор. Принял, давайте начинать. Удачи, смотритель. Надеюсь, сегодня будет более спокойный день. Да, спасибо. Кстати, администрация обеспокоилась растущей инфляцией. Теперь, если вы будете проводить корабли правильно, вам будут начисляться бонусы. Вроде бы все. Удачи, смотритель. Спасибо. Так, подожди, проверить стол. Избегайте... А, вот. Отмеченные опасные участки. Все, хорошо. Прием, на связи шериф города. Вчера прибыла яхта с капитаном Дрейком из береговой охраны. То, что с ним сделали, это страшно. Что случилось с Дрейком? Это трудно описать словами, будто Эмбер рос прямо из него. Он сам на себя не похож, кричал, нужно отправить всех в море и уничтожить эту заразу. Мы попытались отправить его медикам, но он вырвался и убежал. Он напоминал тех самых эмберовых наркоманов. Теперь еще одной проблемой больше в городе. Почему нам не присылают национальную гвардию? Слушайте, проблема не только у нас, это происходит по всей стране. Телефонные линии больше не работают, дальнейшая радиосвязь тоже. Все заняты восстановлением. Давайте постараемся сделать свою работу, и все придет в норму. Что будет теперь? Следите за радиоэфиром. Если снова столкнетесь с мафией, вызывайте меня. Мы объединим нашу службу с береговой охраной. Моя частота 150.6. На связи. Да. О! И сразу гости. Надеюсь, с добрыми намерениями. Опа! Среди деревьев стоят люди в балахонах. Они наблюдают за маяком. Сектанты. За дверью никого. На земле записка от Дона. Смотритель, я знаю, кто ты. Я знаю, где ты. Да, ты не работаешь на меня. Да, ты свободный человек на маяке. Но если ты решишь перейти мне дорогу, пожалеешь. Дон. Вот так дела. В двери больше никого нет. А, может, это не сектанты, а люди Дона? Так, по итогу... а я могу сообщить эту информацию? В деревне стало очень много странных людей в балахонах. Значит, все-таки сектанты. Паутина. Так. Поиск частоты. Так. У меня теперь, получается, есть целых 3... Хочу старости набрать. Радиолюбитель. Если ты меня слышишь, значит ты еще держишься. Я знаю, это тяжело, но ты не один. Совет есть даже в самых длинных ночах. Закрой глаза, сделай глубокий вдох. Вспомни, кто ждет тебя дома. Мы все еще здесь. Пугают. Уже с самого начала. Получен сигнал корабля. Ксот. Скорее, укажите нам путь. Очень странное название корабля. Мы не отсюда. Мы хотим туда, где сухо, там, где есть... Проведи нас туда. У вас все в порядке? Мы должны попасть туда, где есть... Так сказал он. Великий, мы должны быть там, где сухо. Мне нужен навигационный бланк. Он просит бланк. Он говорит, дай ему это. Проведи нас туда, где сухо. Туда, где есть. Есть. Проведи. Грейтстоун. Пассажирское судно. Брукс. Позывной. Кстати, смотрите, Дип Крик мне теперь недоступен. И Мистик Пойнт тоже недоступен. У меня остался только Блэкфорд, и он почему-то выделен... выделен на фоне остальных портов. Марш Пойнт и Олд Харбор. Так, подожди. Давай вот так, чтобы попроще было. По итогу я могу провести его вот таким вот образом. Зигзагообразным. Давай лучше вот так. Безопаснее. Плывите. Нам нужно двигаться. Мы должны двигаться. Так, корабля нет, но мне опять ломятся двери. Сектанты все же стоят. Мальчик.
Здравствуй. Скучаешь? Все хорошо. Еще бы. Другой тоже говорил так. А потом... Я вижу, ты уже побывал по ту сторону. Видел, где он обитает? Ну, я так понимаю, у меня всего один вопрос, который я могу ему задать. Что такое он, я, допустим, знаю. Это, ну, божество. Что это за место тоже. Вот этот мальчик тогда куда интереснее. Мне надо уходить, пока она опять не пришла. Не дай ему выбраться, или мы все умрем. Пока. Вот это уже, кстати, интересно. Получается, няня этого мальчика это тоже не совсем обычный человек, если человек вовсе. Но она как-то может его приструнить. Очевидно. Да, есть корабль. Это не мои шаги. Пес, народ, я... Тихо, тихо, тихо. Да не делай этого. Не надо тут моргать. Так, давайте я съем. Он уже не подписан. Так, ну я помню, вот это дает мне концентрацию. Так, ладно. Надеюсь, меня ничего не напугает. Пока я буду искать частоту. Время великих приливов близко, готовьтесь. Отбросить бренные цепи и открыть умы зовущему. Пусть ваше сердце отпустит страх, через служение древнему обретем нетленную форму и бессмертный разум. Материальные стены рухнут, в единении с космической бездной человечество сольется с вечным континуумом. Мы встретим восход великого сна вместе. Сектанты. Моргает. Окей. Шум радиоприемника. Культист. Смотрите, староста предупредил, что ты можешь связаться. Следи за светом, смотритель. Следи, пока тебе дозволено. Здорово. Сектанты. А здесь кто? Новости Блэкфорта. Прошедшей ночью сильный шторм вывел из строя несколько участков гавани, осложнив судоходство. Оползни сорвали деревья со скал и перекрыли проходы в прибрежной зоне. В акватории ведется расчистка дна и устранение завалов. Задействована портовая техника. Капитанов судов просят соблюдать повышенную осторожность и следить за сообщениями портовой службы и маяка. Я уже все пролистал, но так и не нашел корабль. Вот здесь он. Да, нащупал же. Маяк, ответьте, это утренняя звезда. Я вас уже, кажется, проводил. Что с видимостью? Море странно ведет себя. Волны идут, словно повторяют ритм нашего двигателя. Как корабль, все хорошо. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, собственно... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте-ка еще разок сверим. Да, здесь безопасно, тут безопасно, тут. Да, все четко. Курс принят, заходим в гавань. Спасибо за свет. Что-то звучало немножко двусмысленно. Как будто они сектанты. Ну, все, что могу сказать, что как минимум эта древняя сущность стала чуть активнее. Искаженная передача. Говорит, мы 6. Кажется, кому-то не повезло. Прием, пожалуйста, помогите нам кто-нибудь. Они атакуют остров. Пожалуйста, кто-нибудь, помогите. Скорее, нет времени. Мы должны отплыть, пока они нас не нашли. Я предупреждал тебя, не вмешивайся в дела моря, смотритель. Дай мне вернуть моего сына назад. Неужели ты не беспокоишься за свою семью? Неужели ты не отдашь все, чтобы они были целы? Уничтожь их бланк. Дай мне немного времени найти их. Мы погрузили все тела на корабль. Дайте нам навигацию, Блэкфорд, срочно. Этот мирный дедушка нас опасен. Этот дедушка никогда не был мирным. Ты просто не знаком с ним достаточно. Он довел свою жену, допустил смерть сына, а теперь еще и Джеки. Этот абьюзер доведет всех до ручки и при этом будет смотреть на тебя самыми милыми глазками. Не верь ему. Все живы? Я
Да, не знаю я. Только услышали крики, закрыли все двери и побежали к катеру. Надеюсь, они не настолько с ума сошли. Что значит атакуют? Они высадились на 3 лодках. Они и еще несколько мутантов в балахонах напали на охрану, а потом проникли в комплекс, разнесли все наши исследования. Я знала, что он явится, поэтому мы подготовили небольшой катер. Мы должны попасть в Блэкфорд. Так, ну, все, что я могу сказать, что я уже явно перешел дорогу всем, кому только мог. И продолжу это делать. Смотритель, спасибо тебе. Так, мне, наверное, показалось. Депьюти. Смотритель, вы слышали сигнал с Мистик Пойнт? Раста решил таки атаковать научную станцию. Местные тоже как с ума происходили, начали ломиться ко мне. Мне пришлось прорываться к маяку. Кажется, ты раненый или это просто тень? Как только я подошла ближе к свету маяка, они отступили. Кажется, у вас проблемы. Мне теперь некуда идти. Скажите, можно я останусь у вас на маяке? По какой-то причине деревенские не хотят вас трогать. Мне надо связаться с шерифом, узнать, что делать. Да, заходи. Спасибо. Местные по какой-то причине избегают ваш маяк. Они преследовали меня всю дорогу, но как только я поднялась на холм рядом с маяком, они тут же отступили. Как будто какая-то сила отталкивает их, не дает пройти ближе. Однако вы все равно будьте с ними осторожны. Я буду в гостевой комнате, попытаюсь связаться. Ты откроешь мне гостевую комнату? Что? А! Кажется, я обоссался. Что? Что это за звуки? Не-не-не-не-не-не-не-не. Так. А в какой гостевой комнате ты находишься? Это моя комната. Единственная гостевая комната это вот. Значит, она наверху, я полагаю. Так, ну. Что? Так, спокойно. Спокойно, все хорошо. Нет, нехорошо. Что он сломал? Антенна, как обычно. Так, я проведаю, пожалуй, женщину. Потому что... Стоп, я вообще ничего не пойму. Куда она делась? Сказала, что в гостевой комнате. Гостевая комната здесь. Она закрыта. Шериф. Может, она в генераторную зашла? Перепутала? Нет. Или, может быть, ее не пустила ко мне из-за того, что у меня ключа нет от гостевой? Короче, странно, очень непонятно. Немного страшно. Получу сигнал корабля. Стремительней. Маяк, прием, это гавань Блэкфорта. Говорит лейтенант-командор Джонатан Прайс. Мы сопровождаем авианосец Темпест в эту гавань. Проведите нас в порт Блэкфорта. Мне необходимо согласовать место размещения авианосца с администрацией города. Так, проверить документы, военные будут охранять. Что происходит в мире? С чем мы начали войну? Никак нет, мы в состоянии чрезвычайной ситуации национального масштаба. Прошу, отнеситесь с пониманием. Вы будете помогать с навигацией другим судам? Никак нет. Всю информацию вы получите от вашего руководства. Военный будут охранять гавань? Не располагаю данной информацией. Дождитесь официальных объявлений. Так, ладно, а вы где вообще? Так. Да кто там у меня ходит за спиной? Так, стоп. Где этот остров? А, вот они здесь. Получается, я могу их провести вот так по диагонали. Да. Так. Раз, два, три, 4. Плывите. Принято, маяк. Прохожу в гавань. Фонарик. Включай свет. Что? Стой. Что-то потратила. Все хорошо. Что-то потратила у меня очень сильно концентрацию вот эту вот мою. Так, я услышал какой-то звук, но не испугался. Я молодец.
Поиск частоты. Вот, нащупал. Время великих приливов близко. Готовьтесь отбросить бремни цепи, открыть умы зовущему. Пусть ваше сердце отпустит страх. Через служение древнему мы обретем нетленную форму и бессмертный разум. Материальные стены рухнут в единении с космической бездной. Человечество сольется с вечным континуумом. Мы встретим восход великого сна вместе. Вот дела. Он всегда сидел за столом первым. Стол пустой, ни еды, ни посуды. Я приносил еду, одну тарелку за другой. Он ел молча, не жевал, просто... Стой, 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 стой. Продолжим. Далекая мелодия заполняет эфир. Шум вытесняет музыку. Какой ужас. Так, это я уже слышал. Я не знаю, вы слышали, нет, но кто-то стучал в двери. Дипьюти, Смотритель, вообще-то я в соседней комнате. что ты мне лечишь? Ты где-то в другом измерении, потому что я не могу открыть эту дверь. Либо почему ты заперлась? Пусти меня. В смысле? А где корабль? Я ж уже все волны... Радиопереговоры. Я думал, ты мертва, моя любимая. Но вот ты живая из плоти и крови. Что они сделали с твоими глазами? Он забрал все, мой голос, мою жизнь, мою семью. Волны шепчут свои тайны, но я не понимаю, что вы хотите от меня. Какой сейчас год? Скажите мне, сколько я уже в море? Здорово, а корабль-то я найду? Мы нашли его на рассвете, без обуви. Он лежал прямо на дороге. Глаза открыты, зрачки расширены. Но взгляд... Стой. Он все повторял одну фразу шепотом, глухо, будто из-под земли. Это не город. Это его пасть. Старики в деревне говорят, он приходит только к тем, кто слишком глубоко ищет правду. Но он не приносит ответы. Он показывает то, что ты всегда знал, просто боялся увидеть. У меня такое ощущение, что корабля там и нету. О, наконец-то. Прием, на связи синий капитан. Что интересного в море? Море сегодня тихое, но горизонт кажется странно мутным. Как будто дымка. Все ли спокойно у вас? Все хорошо. Так. Вы стартовали отсюда. А, до Олд Харбор. Погоди. Ну до Олд Харбор в целом дорога свободна. Можете спокойно плыть. Понял, курс подтвержден. Идем в порт. Еще денег дали. В остальном вроде все более-менее спокойно. Не трогай меня, тварь. Это давай я съем. Сердце стучит, сердце. А в чем прикол ловца снов, если он не концентрирует вообще разум? Надеюсь, ты меня слышишь. Мы перехватили странный сигнал. Он идет по твоей собственной частоте. Все, что ты знаешь, ложь. Интересно. Маяк, ответьте, на связи буря. Скажите, куда идти? Как погода? Вода спокойная, но... Вода спокойная, но рыбы выпрыгивают слишком часто, будто что-то их пугает. Как постановка? Да, все отлично. Ну, раз все отлично, тогда хорошо. Так, давай я сразу быстро маршрут раскидаю. Да, марш по... Подожди. Вот здесь. 1, 2, 3. Ага. 1, 2, 3, 4. За 4 захода. Приняли инструкции, двигаемся в порт. Так, там еще корабль, да? Нет. Так, я хотел еще вот здесь посмотреть, что он творит. У меня вот подозрение, что эти надписи, они как-то влияют на характеристики. Скорее всего, на рассудок. А рассудка и так практически нету.
Там на 2 единицы был заполнен. На нашу лодку напали машины, какому-то парню откусило лицо. Море разошлось, открыв черного бога из проводов и зубов. Мы бежали, но его мысли пронзали наш разум, как иглы. Я аж дернула на секунду. Успел. Давайте я еще так сделаю. Что моргает все равно свет. Радиопереговоры. Это исследовательская станция. На нас не отправь... Мне... Уйти. Сейчас давай... Мне вещь первой необходимости. Нет времени. Мне нужно торопиться. Так, кажется, это с Mystic Point было. Маяк, ответьте. Подскажите, куда идти? Что с видимостью? Ничего необычного, все хорошо. Все в порядке? Держимся, на несколько человек пожаловались на странные сны. Просто нервы. Квас в Маршпоинт. Так. Здесь маршрут я более-менее знаю уже. Все, отправляйтесь в Маршпоинт. Зашли на курс, выходим в порт. Кстати, вот что интересно, со мной еще ни разу не связался божество древнее или монстр, как его правильно. Прием, маяк. Смена закончилась, можете использовать это время для себя и отдохнуть. Я отключаюсь до завтра. О! Я не... Что? Это... Помните, я говорил, что прошлая смена была короткой, ну и безумной, соответственно. Так вот, нет, это короткая. Более того, почему мне об этом сообщили по радио, а не как обычно это бывает? Что здесь не так. Но если я правильно вижу, то реально расцвело. Бред какой-то. «20 июля 1859 года. Они здесь. Они в Блэкфорте. Живут с Ферузом. Неужели он стал мэром города? Мэри. Как она могла? Я был плохим мужем, плохим отцом. Я обеспечил им новый дом. Всю ночь я кричал от обиды, пока в один момент весь маяк вокруг не изменился. Весь мир будто вывернулся наизнанку. Монета осветилась, но я слышал голос Мэри. Она была рядом. Это продолжалось всего несколько секунд, а затем я снова вернулся внутрь своего маяка. Смотрите, кажется, ты потерял что-то. С ними все в порядке? Разумеется, какой садист будет издеваться над семьей главного героя? Кажется, ты знаешь больше, чем говоришь. Я просто много где гуляю. Я сплю? Мне нужно двигаться дальше. Будь аккуратнее, смотритель. Остров вот-вот пробудится. Тебе стоит подготовиться. Какая-то развилка. Так, это семья. Папочка, я пряталась под кроватью от грозы, но теперь все хорошо. Мама говорит, что дяди скоро все починят, и ты вернешься. Дорогой, это ты? Куда вы пропали? Мы просто не хотели тебе мешать. После шторма у нас было столько дел, так много всего нужно было сделать. Но я уверена, мы будем вместе, и все будет хорошо. Так тяжело быть далеко от вас. Все будет хорошо, ты совсем справишься. Пусти гнев, который тебе накопился, и потянись к свету. Мы будем ждать тебя там. Давай, иди дальше. Папочка, я так люблю тебя. И я. Так, а что с той стороны? Стоп, это дверь. Джеки. Что со мной? Смотритель, ты мог спасти меня. Я сделал то, что должен был. Зачем ты позволил мне подняться на этот маяк? Зачем я вообще поплыл на этот проклятый остров? Посмотри, что стало со мной. Ты сам виноват. Ненавижу тебя, ненавижу отца, ненавижу это все. Какой ужас. Все, что остается, это идти к свету. На самом деле очень непонятно, очень где-то пугающе, где-то очень сомнительно. Глава 2. Расправа. Вы не смогли спасти старого...
То есть мне надо было его на маяке оставить. Это реально это моя вина, это моя ошибка. Ай, свет надежды. Вы смогли спасти маленькую лодку курьера. Никто не должен терпеть насмешки и унижения от начальника. Темная сущность поглотила шефа. Милосердие. Корабль с медикаментом мирный вернулся. Так, порт. Вы решили, что городу эти медикаменты нужнее. Вы спасли капитана Дрейка. А это что? Вы не стали жертвовать чужими жизнями, чтобы остановить шторм, и он принес предвестников. Понятно. На самом деле я очень много чего не сделал, судя по вот закрытым плашкам.